Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в группу под названием Зуба. Сегодня поиграем за Луи, посмотрим его немного в соло-боях. Я ему изменил тоже, как и Бобру Бетси, как и еще кому-то, дальность гранат. Посмотрим, поможет ли это этому персонажу, будет ли более комфортно играть на нем. Затестим соло-бои, не знаю, сложно. Если пойдет игра, то останемся, если нет, то пойдем в командные бои, потому что Луи все-таки в командных боях, как по мне, он пожестче. У него это очень жесткий ДПС, и когда противников много, там особо целиться не надо, и можно чаще атаковать за счет этого. Но опять же, это мое предположение. Кстати, посмотрите на урон от мышек. Я раньше такой урон не помню. Раньше такого урона не было. Ну, кстати, вот, по поводу дальности гранат, теперь у Луи. Самая обычная гранатка вот так вот залетает. К сожалению, сейчас противников очень много. Я хоть и залутался неплохо так, но будет тяжеловато все равно, как по мне. Вижу, там 13 никсы бегают, кто-то с кофем бегает. 14 Брюс, понимаю. Просто 14 Брюс, ребят, с кофем. Давайте пробуем его убить. Попробуем, да? Я не говорю, что смогу убить его. Я буду держаться очень аккуратненько. Очень аккуратненько буду держаться, от Джейд подальше. Благо у меня это получается сделать. Так. Блин, Джейд везучая, конечно, очень сильная, но, как говорится, не сегодня. Получилось в итоге отобрать у нее целых 2 аптечки. Не знаю, получится ли ее добить. Наверное, я думаю, нет. Мышки как-то стали очень много дамажить. Мне кажется, их починили. То есть раньше они так никогда не дамажили. Сейчас прям, видите, куски отрывают от противников. Это очень странно. Ну, опять же, дальность гранат, она не хороша. Раньше такого не было. Так, там Брюсик бежит. Ай, как же... Вы посмотрите на эту просто толпу, которая сидит в кустах. Просто толпа, сидящих в кустах. Смотрите на этого... Посмотрите на него. Просто гляньте на это существо. Просто посмотрите на это существо неадекватное. А, ну опять! С 200... Как же не горит, как же не... Ну посмотрите на этот хейт, просто хейт лютый. Жесть, как же хейтят. Вот же... Ну гляньте, они друг друга вообще не видят. Ох, как же не горит, вот... Как бесит, вот... Короче, нафиг эти сложные бои за этот хейт лютый. Ну просто 5 человек тебя окружают и убивают. Вопрос, а почему они друг друга не бьют? А, да, какая разница, да? Пингвин этот хейтерский. Там еще один пингвин был, Брюс. Джейд прибежала. Еще и Лизи. Ой, короче, нафиг эти сложные бои. Там одна душнина. Конечно, в командных боях не так, ну, шансов на победу поменьше, наверное. Но, блин, когда вот это тебя просто так душит, ты такой, да ну нафиг. Лучше играть в командные бои здесь хотя бы иногда, но у тебя будут победы, в отличие от того, что там. Там все-таки у нас в сложных боях ты можешь побеждать только от того, что у тебя персонаж подходящий, да? Как бы я мог на Луи победить, но там слишком душно было. Нереально просто. Возможно, мне стоило держаться под стеночкой где-то. Возможно, это помогло бы, но... Эти пингвины просто... Вот там никого не было секунду назад, потом бац, 2 пингвина. Брюс, Джейд. Чего? Откуда они взялись? Что это за бред? И вот такое вот бывает, да. Кстати, легендарный лут у Никса. Или точнее лук. Надо бы его отобрать. Ну, он орел с инструментами как бы. Нормально, да? Баланс. Орел с инструментом. У меня просто слов нет. Просто нет слов. Пока они тут что-то делают, я уже убил льва. Просто орел с инструментами. Второго льва убиваем как бы. Красота. Еще-то. Сколько там баков у вас? Алло. 2 льва, 2 бака. Че у вас там за команда? Мне кажется, там больше, чем один сквад был, но да ладно. Как говорится, уже что сделано, то сделано. Другие спасатели решили не идти, спасать их, да? Ну и ладно, как говорится, залутаем то, что есть. Да хватит эти стенки лутать, зачем эти нужны, кролик? Любитель стенок. Орел наш там умер где-то, надо его идти спасать. Капец. Просто последний чел добил орла нашего. Ну да ладно, бывает. Кстати, мне кажется, или у Луи скорость увеличилась? Обычных. Не, ну вроде нормально бегает, ладно. Попытаемся сейчас тут кого-то убить. Тут какие-то все слабые по уровню очень. Обидно, что мышками не получается продамажить. Они просто в текстурах застреют. Ну, кстати, отправляю мышек, а их уже нету. Вот кто моих мышек убил? Кто это был? Тут же никого не было. Алло, игра. Вот кто мне успевает продамажить
Тут Брюс был вот здесь вот, я был там вот. Как? Когда успел дамаг до меня дойти? Такой бред, такой бред. Ну вот, да, это зуба. Это зуба. Надеюсь, моя команда сейчас в зоне не решит умирать. Хотя там один противник уже как бы без разницы. Осталось его просто найти. Но опять же, он будет прятаться до конца. Это же чувак, который играет в зубу, да. У него же огромный смысл, если это делать, когда он остался один против целого сквада, да. Наверное, сейчас победит нас. Скорее всего. Там какой-нибудь 17-й Никс заряженный сидит с бицепсами. Фулл, да. Прокачанными на седьмом заряде, чтобы, знаете, там процентов так 70 накидывал. Или сколько там максимальный бицепс накидывают. Ну, у меня просто слов нет. Ну вот реально там, наверное, такой сидит. По-другому я не вижу смысла этого делать. Ну, сейчас мы его найдем, скорее всего. А может, не найдем. Ну, в итоге нашли. Изи победа получается. Такс. Ну что, MVP получили, отлично. Вот видите, сразу дамаг реализуется. Хотя здесь не было особо жестких замесов, но я там почти всех шотал соло. Иногда. Ну, очень много урона Луи наносит, особенно в командных боях. Погнали в следующий командный бой. Если сейчас более-менее будет команда такая, которая сможет хотя бы вместе бегать, то, в принципе, должна быть изи победа. Опять же, не... Ну, вот видите, вот Брюс, да, это уже интеллект. Интеллект-бог. Да? Скорее всего. То есть мы сейчас здесь лутаем... У нас просто два челика стоят. Змея. Пойдем спасать Брюса. Этого неадеквата. Я не знаю, что мы сейчас будем с этим неадекватом делать. Он еще 10 уровня. Я попытался. Дальше все зависит от тебя, Брюс. Ну все, я, короче, наигрался. А Брюс опять умер, да? Моя команда. Он просто стоит. Понимаете, ребятки? Он просто стоит. Попробую успеть залутаться. Змея вообще убежала в другую сторону. А зачем ей драться? То есть мы деремся, она убежала. Ну как бы баланс, нормально же. А чё нет, да? Кайф, а у меня копья нету. Направленного урона тоже нету. Как прекрасно. Как мне это нравится. Как интересно. Вот так вот, ребятки, вот такая вот команда. Ну тут было сразу понятно, эти неадекваты. Вот этот Брюс, который убежал сразу под легендарного бота драться. А то, что там сквад был, тут... Эти... А, нет, эти вместе играют, ладно. Ну тут как бы все очевидно. Неадекваты полные попались. Что ж поделать. Кнопочки не нажимают, вместе не играют. Да. Но шанс был там небольшой. Небольшой, когда я в Брюса ворвался, спас его. Тогда был небольшой шанс, но опять же, Брюс был без аптечек. Ну, короче, там... О чем там говорить, там Лев 13 уровня, в принципе, всех раскидал. Ну, бывает, бывает. Это зуба. Это зуба. Здесь нормальные игроки, это редкость. Поэтому играйте с сокланами, ребятки. Сокланы хотя бы шансом там 90% адекватно. Это поверьте. Это уж точно. Ну, в нашем клане, по крайней мере, да. За остальных не могу сказать. В других кланах не был, к сожалению. Или к счастью. Ну, судя по тому, что вот такие вот игроки играют в нашу игру, очень интересные. Скофим на Джей на 12 уровне, да, ну, скорости не хватает, да, этому персонажу, да, не хватает. Такая медленная Джейд, ей бы скорости добавить, для этого мы возьмем кофе, да. Интересно, если у нее кофе есть, да, значит у нее 2 слота остается. Интересно, что у нее в этих 2 слотах? Наверное, сандали святого и ботинок. 100 пудов. Чего там еще может быть, кроме сандали святого ботинка, правильно? Правильно. Ну, сейчас мы это узнаем, кстати. Скоро, надеюсь. Надо Джейд заменить в кусты и проверить. Есть ли там сандали святого и ботинок, или их нету. Но Джейд уже убежала куда-то, к сожалению. Ну, пойдемте за ней, посмотрим. Джейд, доставай сандали святого. Покажи мне их. Давай, давай, иди на воду. Сейчас мы узнаем, есть ли у нее эти артефакты. Давай, иди на воду, вон туда вот. Давай. Джейд, ну куда ты пошла? Ну, видите, по мосту бежит. Значит, нету. Бинт. Бинт на... И сразу похилилась, логично. Ну там же аптечки лежали, в принципе, чтобы не похилиться. Правильно? Правильно. Красиво он вытянул меня прямо из-под ног, да, аптечку. Прям кайф. Я успеваю залутать еще 2 аптечки сразу же. Красиво Никсы рисуют хамелеонов. Мое. Мое. Ну видите, вот бобер хороший. Отдал мне. В итоге. Хотя лук вообще бобру, ну... Не, ну просто посмотрите на этот лук. Ну, тут очевидно, что... союзник. Тут очевидно, что
лук у Луи намного жестче. Это просто пушка. Пушка, которая разваливает все, что движется. Не, у бобра, конечно, тоже неплохо. Но просто посмотрите на это. Ну, это просто жесть. Это просто пулемет. Ты делаешь выстрел, и все умирают. Так, там никого нету. Тут тоже. Так, давайте аптечку залутаем. Хотя бобер там уже вроде кого-то нашел. Блин, там, понимаете, вот там, походу, целый сквад еще есть. Там, походу, еще целый сквад есть. Где-то. На тебе, фламинго. Опа! Вроде копьем попал. Вроде, но это не точно. Далеко не точно. Опа, копьем попал в этот раз. Красивое, кстати. Это автокопье было, если что. Ну, то есть, вы понимаете, да? Автокопье решает. Зачем целиться, если есть автокопье? Но оно, правда, работает только на прямой дистанции. То есть, если по прямой кидать, то окей. Если нет, то нет. Давайте сразу закинем арморчик. Там... А, там один противник остался. Уже ладно. Ну, гляньте на эту пушку. Просто пушка. В каждом бою бы такое попадалось, я бы был счастлив. И тут Брюсик. Сколько Брюсов, кстати, в боях? Прям очень много попадается. Ну что ж, ребятки, вы все видели, в принципе, гранатки стали покомфортней. Теперь Луи еще больше в дальний урон могет. Это нам, наоборот, им помогает, потому что, ну, у него в 3 дальних скилла теперь получается и 3 дальних оружия, да? И за счет этого он позволяет себе наносить еще больше урона, еще больше и лучше выживать и побеждать. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.